Итак, кому показана беременность? Беременность, в принципе, показана всем тем, кто желает иметь беременность. Поэтому мы даже не будем обсуждать этот вопрос. И это личное дело, вообще процесс размножения, это личное дело каждого человека. Самое интересное, вот что сейчас происходит в медицине. Вы знаете, что гормональные контрацептивы назначаются направо-налево, и, скажем, в западном мире гормональные контрацептивы назначаются строго по рецептам. Потому что это стероидные гормоны, это лекарственные препараты, они имеют очень много побочных эффектов, они много имеют противопоказаний. Если вы откроете инструкции по применению гормональных контрацептивов, вы поймете, что это не конфетки, которые вы будете кушать каждый день, и никакой проблемы не будет. Хотя самое интересное, конфетками ведь-то пугают: ой, диабет у тебя будет, зубы будут плохие. Но это мелочи по сравнению с тем, что может быть от гормональных контрацептивов. Общество акушеров-гинекологов предлагает снять с себя ответственность назначения гормональных контрацептивов, типа контрацепция, как и зачатие, то есть противоположная палка: желание иметь беременность и нежелание беременности. То есть нежелание беременности – это личное дело каждого человека, это личное дело каждой женщины. Почему врачи должны отвечать за это личное дело? Если женщина хочет контрацепцию, пусть себе выбирает, какую хочешь. Есть масса информации, пусть читает инструкции, пусть сама себе определяет показания, противопоказания. А мы, врачи, не будем лезть в планирование или непланирование беременности. Вот. И я такой подход понимаю, потому что, действительно, ведь это желание женщины и мужчины иметь детей или не иметь детей. Еще сразу говорю заранее, если какой-то врач вам выписывает контрацептивы, вы можете забыть дорогу к этому врачу. Я имею в виду, когда вы планируете беременность. Нет ни одного показания при планировании беременности для использования контрацептива. Все. А поэтому выровнять циклы, омолодить ваши яичники, погасить там эндометриоз, еще какую-то ерунду. Это все малограмотность. Ни в одной рекомендации по планированию беременности не стоит вопрос назначения гормональных контрацептивов, вообще контрацепции. Потому что контрацепция – это против чего? Против концепции, то есть против зачатия. Поэтому еще раз повторяю, ни на каких гормональных контрацептивах, вообще контрацептивах вы не можете сидеть, если вы планируете беременность. Исключения могут быть случаи, когда вам нужно 2-3 месяца подождать, и не потому, что там яичники отдохнули, организм восстановился. Бывают случаи, бывают редкие случаи, когда мы должны подождать, и в таком случае фактически можно предложить любую контрацепцию, не обязательно гормональную. Но если женщине удобнее всего гормональную, можно предложить гормональную.